Now this course is about the historical books of the Old Testament. И этот курс посвящен будет историческим книгам Ветхого Завета. Now we arrange our Bible И мы свою Библию разделяем следующим образом. this way. Вот посмотрите. Five 5-5-12. 5-12, 5-5-12. It's a convenient way for us to categorize books. Нам это такой удобный способ сгруппировать книги. So here we have the Torah or the Pentateuch. Ну, первые 5 это Тора или Пятикнижие. And then we have the historical books. Далее исторические книги. And then we have the poetic books. Далее 5 поэтических книг. Sometimes they're called the wisdom books. Иногда их называют еще книги мудрости. Okay, then we have the major prophets. Так дальше идут так называемые большие пророки. And then we have the minor prophets. И вслед за ними малые пророки. So in the first 5 books of Moses, И первые 5 книг Моисея или Тора, they're all put together. они все как бы одним блоком идут, одним пакетом. And the scope of this goes from creation down to the death of Moses. И эти книги охватывают временной промежуток от сотворения до смерти Моисея. So this would include the beginning of the Jewish race with Abraham. И они включают в себя зарождение израильского народа, начиная с Авраама. The slavery of the Jewish people in Egypt. Рабство еврейского народа в Египте. Then you have the Exodus, the wandering in the desert. Потом мы видим там исход, блуждание в пустыне. The giving of the law. То, как Бог дал закон. Then the wandering through the desert. Их блуждание по пустыне. Until Moses dies. И вплоть до момента, когда Моисей умер. Okay. Then we have what are called the historical books. И далее мы видим 12 так называемых исторических книг. This goes from Joshua through Esther. И это книги от Иисуса Навина до Эсфири. And actually this covers the entire span of the Old Testament. И эти книги покрывают практически весь промежуток ветхозаветной истории. From the time that they enter into the promised land until the very end of the Old Testament. С момента, когда они вошли в обетованную землю, и до самого конца ветхозаветного периода. So all of the history of the nation of Israel will be found in these 12 books. Поэтому всю историю израильского народа мы можем найти вот в этих 12 исторических книгах. Then we have a collection of 5 books that are called poetic. Далее мы видим собрание из 5 книг, которые называют еще поэтическими. This would be Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. И это книги Иов, Псалмы, Притчи, Экклезиаст и Песни песней. And also sometimes they're called wisdom. И порой их называют также книги мудрости. Then we have a collection of 5 books that we call the major prophets. И далее это собрание книг, которые мы называем малые пророки. Isaiah, Простите, большие пророки. Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Исайя, Иеремия, Плач Иеремии и Иезекииль, Даниил. Oh, they're called major because they tend to be longer books.
И большими этих пророков называют лишь потому, что эти книги просто по размеру Not физически because they are больше. more important. Не потому, что они более важные, чем остальные пророки. Now, in the middle there, we have Lamentations, which is really a very short book. Ну и посередине этого списка мы видим книгу «Плач Иеремии», которая довольно маленькая, короткая. But it was written by Jeremiah, and so it's just Но она put in написана there right after his book. Иеремии, поэтому мы уже как бы ее подсоединяем вагончиком к основной книге Иеремии. And it's not really in the same mode as the other prophetic books. Ну и, скажем так, книга «Плач Иеремии» вообще она по настроению совсем другая, чем все остальные пророческие книги. But so we have these 5 major prophets. То есть есть у нас таким образом вот эти 5 больших пророков или книг больших пророков. And then we have a collection of 12 books. И далее мы видим коллекцию собраний из 12 книг. Sometimes the Jewish people just called them the 12. Порой евреи просто называли их 12. And actually in the Jewish Bible, the books were short enough that sometimes they would write them all on one scroll. И вообще говоря, в еврейской Библии эти книги были настолько короткие, что их просто вписывали в один свиток. Все And they 12. go from the book of Hosea through the end of the Old Testament. И это книги от Осии и до Малахии, то есть до конца Ветхого Завета. Now, the Jews organized their Bible in a slightly different way. И евреи, то есть это как мы организуем нашу Библию, да? 5, 12, 5, 5, 12. А евреи организовали свою Библию немножко по-другому. They have exactly the same material that we have, В еврейской Библии материал тот же самый, что и у нас. То есть but they книги те же organized it самые. slightly different. Но организованы они по-другому. How many books in your Old Testament? Сколько книг в вашем Ветхом Завете? 39. Okay, but in the Hebrew Old Testament, they only had 24. Но в еврейской Библии только 24 книги. Did they leave anything out? Они, может, что-то выкинули? No. Нет. They just organized it in a different Они way. просто их собрали иначе, чем мы делаем. Now they have the same organization for the books of Moses. Книги Моисеевой или Тора организованы тем же самым способом, как у нас. But then they have what they called the former prophets. Но потом у них есть так называемые ранние пророки. This would be Joshua, Иисус Навин, Judges Ruth, Судьи Руфь. and then First and Second Kings originally was just one book. И вообще книги Первое и Второе Царство, ну как в синодальной Библии, они изначально были одной книгой, да, книги Самуила в украинской, да? So Joshua, Judges, Ruth, and like Book of Samuel. Судьи тоже? Нет. Yeah. Yeah, but it was like Judges Ruth. Mm-hmm. Judges, Ruth, like Yeah, that was one yeah. book. And then you had First and Second Samuel was one book. Итак, Первое и Второе Царство Yeah. были одной и той же книгой. Okay. First and Second Kings or Third and Fourth Kings, one book. Третье и Четвертое Царство или Первое и Второе Цари, да, тоже были одна книга. То есть книга. Это же не сюда. So it's also here in Huh? this. And the Judges and Ruth were also one book? Yeah. Да. То есть Иисус Навин, Судьи Руфь, Первое, Второе Царство или книга Самуила и Третье, Четвертое Царство или Царей. These were called the former prophets. Их называли ранние пророки. Now we don't think of these books as being prophet
books. И мы, вообще говоря, не размышляем об этих книгах, мы не считаем их вообще пророческими. Because the character of the books is quite different from Isaiah or Hosea. Поскольку жанр этих книг явно отличается, например, от книги Исаии или книги Осии. They were written for a different purpose. И эти книги написаны для другой цели. Okay, and they were written to show the historical context and how it relates to God's plan И целью этой for книги было Israel. показать вообще исторический контекст и как вот в этих обстоятельствах Бог осуществлял свой план для Израиля. And so when we read these books, they were written for Israel, but not specifically to them to correct their behavior. И когда мы читаем эти книги, мы понимаем, они написаны в первую очередь для Израиля, но не для того, чтобы Израиль каким-то образом там исправился, покаялся, изменил свои пути. And then we have what they call the later prophets. Но далее мы видим так называемых поздних пророков. 15. So you had Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Там Исаия, Иеремия и Иезекииль. and then you had what they called the 12. То есть большая тройка и потом 12. So Isaiah, Итак, Исаия, Jeremiah, Иеремия Ezekiel, и Иезекииль. plus the 12. Плюс 12. Now the 12 was just considered to be one book. И 12 вообще воспринимали как одну книгу. Now the next section И следующий раздел was called the writings. назывался Писания. То есть Тора или Моисей, пророки ранние, поздние и Писания. Okay. So you have the Torah, То есть есть Тора, книги Моисея, the Naviim, и есть Навиим, and then the Ketuvim. пророки и Кетубим. Писание. So here in the writings, И вот здесь уже в Писаниях Psalms, там были псалмы, Job, там был Иов, Proverbs, притчи, Ruth, Руфь, Song of Solomon, Песни песней, Ecclesiastes, Экклезиаст, Lamentations. Плач Иеремии. All right, Song of Solomon, Но Песня песней, Ecclesiastes, Экклезиаст, Lamentations, Плач Иеремии, Esther, Эсфирь, Daniel, Даниил, Ezra, Ездра, Nehemiah, Неемия Chronicles. и книги Паралипоменон или Хроники Yeah, one book. одним пакетом. Ну, не без разделения на первый и второй. Тора, Невиим и Кетубим. And they call, so the Jews called this Old Testament the Tanakh. То есть, и потому евреи называли как бы такой акроним, да, весь Ветхий Завет назвали Танах. ТНК. Now, the Old Testament is the story of the nation of Israel, И Ветхий Завет – это история народа израильского. different from all other nations on earth. Народа, который отличается от любого другого народа на земле. Why? Почему? Because God entered into a covenant relationship with them. Поскольку Бог вступил с ними в заветные отношения. It's the story of a nation designed by God to bring glory to Himself. Это история народа, который был задуман и создан Богом, чтобы приносить Ему славу. And to bring salvation to mankind through that nation. И также Бог задумал принести спасение всему человечеству через этот народ. So the Old Testament, beginning with Genesis 12, is all about Israel. И Ветхий Завет, начиная с 12 главы книги Бытие, сосредоточен на Израиле.
is not concerned with any other nation except as they might be related to Israel. Особо на другие народы в этих книгах, начиная с 12 Бытия, внимание не обращается, за тем лишь исключением, когда они как-то связаны с Израилем. Oh, it will talk about Egypt and Assyria and Babylon. И, конечно же, речь идет, там говорится о Сирии, о Вавилоне, о Египте. But we really don't care about them except as they relate to Israel. Но они нас сами по себе не заботят, кроме тех эпизодов, когда они как-то связаны с Израилем. Now, the Old Testament is divided into two distinct periods. И Ветхий Завет можно разделить на два явно различающихся периода, Both about 2,000 years. оба из которых длились порядка 2000 лет. The first period, Первый период, about 2,000 years, длившийся порядка 2000 лет, goes from Genesis 1 это период с Бытия 1 through главы Genesis 11. до 11. And then we have from Genesis 12 И далее с Бытия 12 главы, going through Malachi chapter 4. и заканчивая Малахией 4 главой. That is also a period of about 2,000 years. Тоже период порядка 2000 лет. Now the dividing point here И точка разделения здесь is with Avram. это призвание Авраама. Okay? So we are going to be talking about the second part. И мы с вами будем говорить о второй части этого периода. There are some major events and dates that I want you to know. Есть конкретные события исторические и даты, и я хочу, чтобы вы заучили их. So we have these first 2,000 years. Итак, у нас есть вот эти первые 2000 лет. And then we come to Abraham. И вот мы приходим к Аврааму в 12 He's главе. approximately 2,000, not exactly, but. Там примерно 2000 лет, ну, не ровно. And we have then beginning in Genesis chapter 12, И потом, начиная с Бытия 12 главы, we have Abram, у нас Авраам, his son Isaac, его сын Исаак and his son Jacob. и его сын Иаков. Jacob had how many children? Сколько детей было у Иакова? 12. 13. 13. Yeah, he had a daughter. У него дочка еще была. Okay. So then we have 12 tribes. И потом у нас есть еще, тем не менее, от Иакова пошло 12 колен Израиля. What do we call the sons of Jacob? Как мы называем с вами сынов Иакова? We call them the children of Israel Мы называем их сыны Израилевы. because Почему? God gave Jacob a new name Поскольку Бог дал Иакову of Israel. новое имя Израиль. And so his descendants are called the children of Israel. Поэтому потомки Иакова называются сынами Израиля. All right, now a date that I want you to remember, И вот дата, которую я хочу, чтобы вы запомнили. 1446. 1446 That год. is the Exodus. Это дата исхода. Important date. Важная дата. And we can date this quite precisely. И мы можем достаточно точно установить эту дату. Now, liberal historians, they don't like this date. Ну, либеральным историкам такая дата не нравится. They want to put it much later. Это так называемая ранняя датировка исхода. Либеральные историки хотели бы исход
датировать куда более поздний период. But this is a good date and we can validate that. Но это хорошая, достоверно установленная дата, и мы можем ее подтвердить. Now, because we know that date, И поскольку эта дата нам we can известна, know when Israel entered into the promised land. то мы можем точно сказать, когда Израиль вошел в обетованную землю. It was exactly 40 years after the Exodus. Это случилось точно через 40 лет после исхода. Exactly. Точно. All right, we're going to skip over then for right now the period of Joshua and Judges. И мы можем с вами где-то немножко сейчас пропустить период Иисуса Навина и Судей. And we are going to come down to the year 1051. И мы приходим с вами к дате 1051 год. This is when Saul became, В этом году Саул стал... I don't know, something like that. Саул стал king. He became king. Стал царем, да. How long was Saul a king? Сколько лет Саул был царем? 40. 40 years, all right. Yeah. Saul died. Итак, Саул умер или погиб, David becomes king. и царем стал Давид. David reigned for 40 years. Давид правил 40 лет. So when did he die? Когда он умер? No mathematicians? Есть математики в зале? 970. 971. 971, all right. 971. Хорошо. So Соломон, да? David died and Solomon becomes king. Итак, Давид умер, и Соломон стал царем. Тоже 40. Also 40 years. He reigned for 40 years. Он умер, правил 40 лет. And that brings us down to 931. И таким образом он умер в 931 году. Solomon died. Соломон умер. His son was a fool. Его сын был придурок. His son's name was Rehoboam. Сына звали Раваам, не Иеравам, а просто Ровоам. So in 931 the kingdom divides. И в 931 году царство разделилось. And now we have the northern kingdom and the southern kingdom. Да. И теперь у нас уже Северное царство и Южное царство. The northern kingdom Северное царство, is called Israel. которое далее в Писании называется Израиль. Sometimes referred to as Samaria, which was its capital. Иногда еще называется Самария. Самария это столица вот этой вот царства. And in a few instances it is called Ephraim, which was the largest tribe and area in the north. И еще в некоторых местах Северное царство называют Ефрем по имени самого большого по численности и по площади колена. So you have to be careful. Поэтому нужно быть осторожным. That after the kingdom divides, you have the northern kingdom called Israel. Потому что после разделения царства у нас есть Северное царство, называемое Израиль. And So, Judea. For called what? He says, and Judea. No. Не-не-не. No. So this is Israel. Итак, Северное царство Израиль. And it goes until 722, И его существование продлилось до 722 года, when it is destroyed by Assyria. когда Израиль уничтожили ассирийцы, Ассирия. 722. 22. Now the southern kingdom, Южное царство it lasts until просуществовало 586, до 586 года, when it is destroyed by the Babylonians. когда их уничтожили вавилоняне.
in 516, В 516 году до нашей эры. Все это даты до нашей эры. the temple was rebuilt. Храм был отстроен. 16. And then they had to rebuild the temple and the walls of И Jerusalem. потом им пришлось отстроить помимо храма еще и стены Иерусалима. And then this brings us down to the end of the Old Testament. Ну и все это приводит нас к концу ветхозаветного периода. So the end of the Old Testament is about 425 BC. Конец Ветхого Завета это примерно 425 год. Примерно. That's approximate. Это такая приблизительно. But then after that we have what is called the 400 silent years when there was no prophet in Israel. Но после этого мы имеем период порядка 400 лет, который называют еще периодом молчания или межзаветный период, когда не было пророка в Израиле. And so you need to be aware of when you are reading in this historical period between 931 and 516 that there is this distinction between Israel and Judah. Важно понимать, когда вы читаете исторические книги, написанные в период с 931 по 516, что вот есть это разделение между Израилем и Иудой, Северное и Южное царство. А? Какой год разделения? 931, ну или плюс-минус там пару лет. Ну, Равам, когда там не захотел снижать налоги. Всё. So in 1446 we have the Exodus. Итак, в 1446 году у нас Исход. 1406 people enter into the promised land. В 1406 люди входят в обетованную землю, народ израильский входит. We have about 350 years in Israel's history that Где-то 350 лет израильской истории. so you have this period, it's called the theocracy, Мы называем периодом теократии. which means they have no king and they are to be ruled only by God. И это значило, что у них не было царя, и только Бог должен был ими править. But then beginning in 1051 we have the period known as the monarchy. Но начиная с 1051 года начинается период, называемый монархия. So here we have theocracy, То есть здесь мы видим теократия, ruled by God. до Саула, то есть правление непосредственно Богом осуществляемое. And then we have the monarchy. И потом мы видим монархию. Правление через So we have the monarchy beginning in 1051. То есть монархия началась с 1051 года. Who's the first king? Кто был первый царь? Саул. Saul. Okay, he reigned for 40 years. Он правил 40 лет. David becomes king in 1011, Давид стал царем в 1011, rules for 40 years. правил 40 лет. 971, Solomon becomes king and rules for 40 years. 971 год Соломон становится царем, тоже правит 40 лет. So that makes it convenient that they're all 40 То years, есть очень удобно они, конечно, так пожили и поправили все по 40 лет. which means it's easy to remember 4 dates. Нам легко сейчас запоминать даты. Да? Совпадение. Вы еще не единичка в конце, а нолик. If that would be not the one in the end, if that would be zero, it would be perfect. All right, the kingdom divides in 931. Итак, царство разделилось в 931 году. What's the northern kingdom called? Как называется Северное царство? Израиль. Israel. Израиль. Okay, they are destroyed in what year? Они были уничтожены в каком году? Ассирия. By whom? Кем? Ассирия. Assyria. All right, the southern kingdom is called what? Южное царство называется как? Иуда. Джуда.
And it is destroyed when? И уничтожена кем? Вавилоном. Вавилония. 586. When? Да, 586. Okay. Когда? 586. All right. When is the temple rebuilt? Когда отстроен был храм? 516. 516. 516. All right. Это типа начало строения. Нет, so it's when it was finished. Yes. Да, это когда он был завершен. Because they started. We'll get details on this, particularly when we get to Ezra, Nehemiah. Ну, мы, конечно, доберемся до деталей всего этого процесса, когда будем Ездру и Неемию разбирать. In 538, В 538 году the people were allowed to leave Babylon and return to the land. царь Кир позволил народу покинуть Вавилон и вернуться в свою землю. Most of them didn't, but Большинство из some них did. этого не сделали, но некоторые пошли. And they began to rebuild the temple. И они, придя на землю, первым делом начали восстанавливать храм. But they had some opposition. Но возникло противостояние. The Samaritans and others around didn't like the fact that they were going to rebuild the temple and reestablish the nation. Самаряне и остальные народы вокруг них, им не понравился тот факт, что они вот сейчас тут храм себе восстанавливают, еще нацию свою хотят восстановить. So people quit working on the temple Поэтому народ перестал работать над строительством храма. for 20 years. На 20 лет стройка заморозилась. Okay, so back here they laid the foundation and then they quit. То есть в 530, где-то там в 8-536 году они заложили фундамент, и потом, как Киевско-Подольский мост. Forget the temple, we don't need to worship. We'll just go Забудьте. build our own houses. Забудем о храме, не надо нам место поклонения, будем просто себе дома строить. So they quit for 20 years. И вот они на 20 лет заморозили стройку. Till Ezra. Ezra. Пока не пришел Ездра. Хагай, There were a couple of other prophets Да. along here too. Ну и вместе с Ездрой там была парочка еще других пророков, And they которые, так сказать, finished the temple сделали народу выговоры, и in народ about 2 years. за 2 года закончил храм. Maybe a little more. And Всё нормально, всё сходится. Пророк Агей. Как раз это. so the temple is completed. Then they still don't have walls and gates to the city. И храм был завершен, у них все еще не было стен и ворот в городе. And then Nehemiah will come along and encourage them to get the walls rebuilt. И появился потом Неемия и ободрил их восстановить стены города. And that's the end of the Old Testament. И на этом Ветхий Завет закончился. Now, what you need to understand И что важно понимать, is that going from right here что когда мы идем отсюда all the way to the end of the Old и Testament, аж до сюда, that's the entire history of Israel as a nation in the land. вся история Израиля как нации, отдельная в своей земле. Now, what that means is that Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, they all take place here. Что это значит? События, о которых пишет Исаия, Иеремия, Иезекииль, они все происходят вот в этот временной период. Hosea, Joel, Amos, they all take place in here. А Осия, Иаиль, Амос, они все пишут как раз таки вот в этом промежутке времени. Okay. All of the poetic books are written right in here. Все поэтические книги написаны также в этом промежутке времени. In fact, most of them are written here. Ну, большая часть поэтических книг написана вот где-то вот там в период царей. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Псалмы, пророки, Экклезиаст, Песня песней. A few of the Psalms were not written at this time. Some were written before, some after. Некоторые псалмы написаны были не в этот период, некоторые раньше, некоторые позже. But almost all of the Psalms and Proverbs were written
by David and Solomon. Но почти все псалмы и почти все притчи были написаны Давидом и Соломоном. So they all take place in this historical period. То есть все вот эти события происходили вот в этом историческом промежутке, It covers a span of about 1000 years. который примерно по времени занял 1000 лет. 1406. 1446. What happens in 1406? Что случилось в этом году? Исход был. Стихи. Exodus from Нет, ancient вошли Egypt. В каком? в землю вошли. 1406, простите, я неправильно спросил. 400 вошли в землю They обетованную. entered promised land. They enter the promised land. Они вошли в обетованную землю. And so the Old Testament closes about 1000 years later. И Ветхий Завет завершился примерно 1000 лет спустя. So I want you to be able to fill in this chart if I should draw it for you on a test. И если я вдруг дам вам в экзамене вот такую вот временную диаграмму, я хочу, чтобы вы были способны заполнить ее цифрами Where you would be able to put in the date и именами, чтобы вы дату могли поставить, or the name of the king or the kingdom. или имя царя, либо название One царства. has to do with the dating of the Egyptian dynasties. Как бы одна сфера противоречия — это датировка египетских династий. In which that there is a lot of disagreement. И есть много расхождений. But we have found the Bible to be reliable, and so Но мы видим, что Библия достаточно we would достоверна. say that the Exodus took place in 1446, И мы можем сказать, что исход случился в 1446 году. but other scholars want to put the Exodus in the 13th century. Но некоторые историки хотели бы сместить исход где-то в 13 столетие, ну, то есть на 200 лет. Just absolutely will not fit the Bible. Но тогда совершенно как бы это будет расходиться с Библией. They make it 180 years later. То есть это где-то 180 лет спустя. The other area where they dispute dates would have to do with the book of Daniel. Еще одна сфера, где спорят по поводу дат, это книга Даниила. And some also want to dispute Isaiah. Некоторые также спорят с датами в книге Исаии. And this has to do with their bias against prophecy. И эти дискуссии, противоречия связаны с отношением, уже предрасположенностью некоторых ученых против пророческих книг и против пророчества в In целом. some cases, Daniel gave a prophecy about things that would happen hundreds of years in the future. И в некоторых случаях Даниил пророчествует, предсказывает события, которые случатся сотни лет спустя. And liberal people who reject the Bible, they don't want to acknowledge that there was actually such a prophecy. И либералы, отрицающие Библию, они не хотят признавать, что да, было дано такое пророчество, которое исполнилось в будущем. And so they want to put Daniel much later in time. И они хотят сместить датировку книги Даниила на куда более поздний период. And instead of saying Daniel gave a prophecy, they want to say Daniel wrote a history. И вместо того, чтобы сказать, что Даниил передал пророчество, они хотят сказать, Даниил просто записал историю. So it would be like somebody, let's say in the 18th century, Это все равно, что кто-то, представляете, там в 18 столетии, там, в 1700-х годах, saying that Germany is going to rise to power under a great dictator. скажет, что Германия возвысится и обретет много власти под руководством большого значимого Capture much диктатора, of Europe, захватит значительную часть Европы, but then will be destroyed но потом будет уничтожен in a great war. во время Великой войны. Если Well, if they wrote that in the 18th century, then you would say, well, that's a prophecy. Если бы кто-то написал это в 18 столетии, вы бы сказали, ого, так это But if пророчество. somebody wrote it in the last half of the 20th century, they'd say, no, that's a history. Но если бы кто-то написал об этом в конце 20 столетия, вы бы сказали, так это история. Okay?
Okay, so sometimes people want to change dates because they don't like the implications of prophecy. И порой люди хотят поменять датировки, потому что им не нравятся те выводы, которые можно сделать на основании пророчеств. Yes, Daniel was writing in the 6th century. Да, Даниил писал в 6 столетии. Okay. Alexander came along in the 4th century. Александр Македонский появился в 4 столетии. Okay, and Greece is specified in the prophecy. И совершенно конкретно указана Греция в этих пророчествах. Okay, Rome is not. Рим, но не сказано как бы о нем So they actually точно. want to move Daniel up to the 4th century. Поэтому они хотят сместить Даниила где-то к 4 столетию. Да, значит, это стихи на память. Иисус Навин 1:7-8. Судей 21-25. It is Ruth. Yeah, Руфь 1:16. 1:16. Первое царство 15:22. Второе царство 7. Yes. 7:12-13. И первое Паралипоменон 29:11-13.